Всем привет, ребятки! И сегодня Badland Brawl, и я сегодня слежу за другими игроками. По-тихому показываю вам их бои, ну и мои в том числе. А для чего? Для того, чтобы вы увидели интересные приемы и турбо-атаки. Готовы? Ху-ху! Ну, поехали! Давайте будем разбирать каждый бой, смотреть. И я буду очень ждать ваших комментариев. Что вы думаете по поводу тех комбо, которые увидите в моем видео сегодня. Благодаря тем ребятам, которые очень круто играют. Ой! У ребят уже почти ничего не осталось в башне. Ну, такова у них судьба, потому что против них играет Пионер из Мегахерц и Далок из Украины Виолас. Ну, что поделать? Нету больше вашей башни. Вот такая комбинация для эпичной победки. Ребятки, ставьте лайк, вводите код автора Виола в игре Badland Brawl и смотрите мои видео, я стараюсь для вас. Вот, поэтому я очень буду рада вашим комментам и лайкосикам. Итак, этот бой я подсмотрела за Иду на Вы и Алексом. Смотрите, какая комбинация для комбо. Оп! И липкую при этом не надо было, как говорится, особенно закидывать. Она туда сама долетела с помощью руны. Конечно же. Так, смотрите. И еще один удар. И башни нет. Все, все. Вот так вот. Меньше минуты и башня соперников просто в хлам. Аплодисменты Иду на Вы и Алексу ставьте, и они заслужили этот лайкосик. И еще один бой. Здесь уже Лиза с Украины Виолас и Иду на Вы с Red Machine. Посмотрим, как они сыграют против Prodigies и Excellent. Ну-ка. Итак, комбо. Смотрим внимательно. Комбинация. Смотрите, липкая. И еще одна липкая. И это все лети, лети. Безупречно, ребята! Согласны? Как вам такая комбинация для 2 на 2? Берите на заметку. Виолка подсмотрела, все записала и вам показала. Круто, да? Хотите побольше таких интересных боев? Итак, а здесь уже вот Виола, наверное, я. Плюс Китя, Украина Виолас. Итак, сейчас посмотрим, как мы разыграем комбинацию для победы. Какая будет турбо-атака. Итак, смотрим. Раз. И что получается? И получается очень даже сладенько залетают 2-3 бомбы. Просто отлично. Вот. И уже самооценочка у соперников подшатана. Уже им не очень приятненько. Уже им как-то некомфортненько, потому что поняли они, что что-то происходит не то. И еще один удар на этом фоне им мы наносим. Понимаете? Да. Эффект неожиданности – это вообще очень важно. Итак. Тут мы немножко промотали, ну а зачем нам, да, вся вот эта движуха, да, мы же уже к самому финалу двигаемся. И вот, выходит этот морозный дядька, а у ребят-то осталось уже все, они смирились, потому что они проиграли. Эпичная победа, все, понимаете? Понимаете? Один удар хороший, нанесенный сначала, и потом буквально 2 удара, и башни не было. Конечно, есть бои, когда одним ударом сносится башня, как мы видели вот буквально в предыдущих боях. Но тактики бывают разные, понимаете? Поэтому я вам и хочу показать, какие есть варианты. Итак, что у нас здесь? Виола и зомби, клан Украина Виолас. И мы сейчас постараемся быстренько разбить наших соперников. Итак, пошел маленькая летучка, нанесла там 808 урона, но уже хорошо. А дальше, а что будет дальше? Смотрите, что делается. Итак, кластерная, плюс липкая, и вот так она плавненько заходит. И злостная бабка Виолка просто рада. Смотрите, раз, и толкаем магму еще, и магма все это завершает. Все. Магма-голем, перед ним 3 бомба. Ну, конечно, ну кто мог ожидать,
что им придется еще сверху удар принять с кластерной и липкой. И тогда уже некогда им заниматься магмаголемом и трибомбой. У них уже ни маны нет, ни желания, и они уже просто проиграли. Так, что я здесь возьму? Возьму парящую. И пойдем дальше, ребятушки. Итак, бой иду на Red Machine и Лиза с Украины Виолас. Ну, давайте посмотрим. Сейчас будет интересный комбо. Итак, погнали, не получилось, но бомбочка залетает, и еще одна бомбочка залетает успешно. И полируется это все липкой. Вот, что осталось делать соперникам? Ну, просто посмеяться, потому что они поняли, что жопка для них наступила. Но если еще это залетит, то это будет восторг. Естественно, вот вам и восторг. Ловите бомбы, летят. Не словили, башня разбита. Все предельно просто. Запоминайте комбинации, тренируйте их обязательно, и все у вас получится. И вы будете просто непобедимы, потому что вы посмотрели очень много разных комбинаций, сможете их оттренировать и хорошо заполировать ваших соперников. Так что у них не будет шансов ни на какую победу, а победа только у вас. Так, ну что, иду на вы и Лиза Украина Виолас. Так. Сейчас мы посмотрим, как они Омегу разобьют, каким образом. Так, 2 бомбы, есть липкая. Лети! Кстати, вы заметили, что иногда вот эта вот фигня подвисает, да? Ну! Да! Очаровательная подстраховка бум ракетой сняла глюк с вот этого шара, который должен был вовремя взорваться, и при этом комбо совершилось. А у соперников просто не было шансов, потому что такая байда залетела, и все хана, понимаете? Вот. А вот Кристиночка и Виолочка. Ну вот сейчас посмотрим, как Кристиночка с Виолочкой разобьют. Что будем делать? Значит, морозилка и ядерная. Вы знаете, чем мне нравится морозилка? Вообще, я играю ядерную, но мне очень нравится морозилка тем, что если она зайдет в башню... Так! Ой! Если она зайдет в башню, она еще нанесет урон. А вот ядерная не заходит в башню и урон не нанесет. Так что выбирайте, что для вас важнее. Вот так, спасибо Кристиночке. Это было быстро и очень эффектно. Но давайте еще раз. Виола плюс Кристина против клана Яйцо. Ну что у нас тут будет? Ха-ха, так. Залетай. Отлично. Все очень быстро, лаконично и никаких вот это соплей. Закинули бомбы и распрощались практически с одним этажом башни. Сейчас еще чем-то дополировать и все, понимаете? Но, конечно, соперники бывают разные. Есть такие соперники, что ты не успеваешь даже комбо сложить, они тебя уже расфигачили. Но тренируйтесь, чтобы не давать возможность соперникам вот это вот все спланировать, что они задумали, чтобы ваш удар был больше. Потому что вот видите, вот что. Опа! И наша бомбочка залетела. Такие уже на последнем издыхании, понимаете? А башенка-то у клана Яйцо подкренилась. Угу! И вообще так сразу хорошо. И замечательно получается. Понимаете? То есть вы выбираете для себя, какой колодой вам комфортнее играть. Ой, ну у ребят уже из клана Яйца почти вообще никаких шансов, ребят. Ну никаких почти шансов. И вот так еще. Ну, ути-пути. И осталось там им, ну совсем чуть-чуть. 400 хп в башне. Ну что? Да, конечно. Результат боя может очень кардинально поменяться в последние секунды, но в данном случае победа за нами! Еще и эпично. Вот так поджарили яйцо. Кто любит омлет? Присоединяйтесь, ставьте лайки, пишите комментарии для Виолки. Напоминаю, мой код автора в игре Badland Brawl – Виола. Поэтому проверяйте, есть ли он у вас, на месте ли он у вас. Так, итак, Алекс и другой игрок из клана Red Machine против Прам, Юа и Выдланд. Ну вот давайте посмотрим их комбинацию. Итак, Алекс. Это его комбинация. Хватало. И еще одна парящая, видите? И не получилось занести, хотя были шансы. Но парящая все равно зашла. О, отлично. Ребята, я вас прошу, не ставьте бумбота, если
Если не хотите, чтобы он занес в башню бомбы. Потому что если висит ядерка, ядерка всегда активирует бомбота. Так, комбо. Опа! Держите назад свое комбо. Ха-ха. Ой, и еще бомбу держите. В общем, берите все в руки и несите. Вам все принесут, вам сейчас все принесут. И, конечно же, вот этот вот волшебный фокусник с этими кроликами сейчас просто рвет игру на части. Старайтесь его сразу заморозить, иначе будет хана. Оп! Вот так вот. Ребятки, эпичная победа, молодцы. Просто сделали как надо. И все. И вопрос решился. Так что добро пожаловать в клан Украина Виолас. У нас очень классные ребятки, очень дружный коллектив и очень даже прикольно. Итак, Алекс вместе с Табирак с GDT Prime, Алекс из Украина Виолас и Табирак. Ну, посмотрим, как они сыграют. Вот на поле, вот тут бежит этот паук. Пошла кластерная. И сейчас посмотрим, как будет развиваться ситуация. Так, ну, магнит. Табирак играет магнитом. Так, главное, чтобы бум-ракета магнитом вот это все не зафигачило. И, ага, все, понятно. Алекс свой ход с... Маленькая бомбочка, она залетела бы сейчас, дополировала бы башню. Вот это было бы чудесно. Чудесно бы было бы, правда? Но вот согласитесь, оно бы сразу было. Играют против Нью 2 на 2. Кстати, это очень нормальный клан. И бомба залетает. Есть, отлично. Кстати, чем точнее удар, естественно, тем точнее и результат. Потому что бывает просто фигачит, а траектория не та, эти бомбы улетают выше крыши. Тогда лучше вообще уже не бейте. Не, ну конечно, на удачу. Вы видите, пошла летучка с руной невидимости. Но соперник стрелами все-таки ее нивелировал. Оп, и еще одна маленькая бомбочка зашла. И вот это чудесно. Ну, только не пустите 3 бомбу. Не пустите 3 бомбу! Пустили. Злятся, конечно, Алекс с Табираком. Это понятно. Неприятно, когда в башню вот такое вот залетело. Но что поделаешь, на то это и игра. Соперники же тоже там не пальчиком деланные, очень даже хорошие. Опа! Ушла вонючка бомба в башню. Прикрылись сразу липкой, естественно, против пешеходных клонов. Ну, залетит еще паук к ним в башню, неужели? Нет, Табирак подстраховывают магнитом. Хорошо. Видите, огнешар тоже нормальная тема. Раз и нет ни магнита, ничего. И летучка с руной невидимости пошла в башню. Ай, какая бабка проворная. Отбила. Вот. Бум-ракетой подтолкнули. Держат. И бомбот. И все на свете их давят. Ребята, их давят. Все, магнит сменил траекторию и спас. Алекса Табирака. Но я уверена, ребята мощные, они сейчас порешают. Так. Ай-яй-яй, не так кадалось, как хотелось, да? Опа! Смотрите, парящая бомба. И остается что? Вообще все. Вот вообще. Вот просто. Вот вам за то, что вас давили. Вот вам. Так, уходит отлично. Бумбот это все с торнадо вымел. И давай, липкая, давай. Нет, маленькая бомбочка. И магнит, и наносится финальный удар. Аплодисменты, победа Алекса Табирак против Нью 2 на 2. Отлично сработали. Итак, соперники. Без племени 2-0. Алекс и Red Machine. Так, смотрим, что у нас тут сейчас будет. О, ушел, отлично, но рыцарь остался на поле. И вот этот вот, конечно, с этими зайчиками-побегайчиками вообще дальше трощит. А Виолка довольна. Смотрите, заходит, липкая, парящая. И еще наша птичка-синичка. Ха-ха! Попались, ребятки.
Видите, вот так тоже очень хорошо. Казалось бы, вроде бы, да, что там той птички, что там одной парящей и так далее, да. Но в целом, вот смотрите, сейчас осталось 234 хп в ихней башне. Но достаточно какой-то мелочи, которая просто убьет их. Например, вот такой маленькой собачки. Вот такой маленькой несчастной собачки хватило для того, чтобы получить 3:0 эпичную победу. Нравится, да? Жду ваши комментарии, ребятки. Пишите, какие комбо, какие приемы вам больше всего понравились, какие будете тренировать. Опа, бомба залетела. Было бы, конечно, классно, если бы еще была парящая, но играет Виола плюс Тима, Тима плюс Виола. И вам на закусочку хорошее комбо от Тимы, конечно же, совместно с Виолкой, если Виолка ему не помешала, и он все успел сделать. Ха-ха! Отлетает 3 бомба! Да, заходит 3 бомба аж на 2155 урона. Ну, давай, Тима, заполируй их еще так, чтобы им вообще было не сладко. Так, бомбот уходит, отлично. Страхуем, все. Вернулись назад, им ихние бомбы. Наслаждайтесь, забирайте себе назад свои бомбы, свои подарочки, они нам не надо. Не хотим брать свою башню. Тима сказал, что ему это не надо, все. Виоле и подавно. Так, сейчас главное Тиме набрать нужное количество маны для того, чтобы совершить все свое комбо. А теперь, внимание, смотрите. Раз, подстраховали бумботом, и бумбот толкнул, и у них не залетела эта вся байда к нам в башню. Но единственное, что... не залетела она вся, конечно, и туда. Но это уже не суть важно. Но если бы такое комбо залетело, была бы им хана полная. Поэтому, сами понимаете, штука хорошая. Сейчас дополируется другим вариантом. Опа! А вы что думали? Вы думали, все расстроились, и Тима с Виолой ничего не придумают, все порешали. Тима там все, что нужно, бомбы накидал, все как положено закинул, и все. Те подумали, что все, то бомба не залетела, то хорошо, можно расслабиться. Ага, конечно, да. Итак, продолжим вкусняшки на закусочку, да. Прикольные комбо-вариации по сносу башни и турбоатака. Так, есть, хорошо. Так, липкая. Ну, лети. Видите, не дала из-за этого бочка драная, не получилось закинуть. Вот она реально зацепила, изменила траекторию, и все. И такое шикарное комбо не залетело. Вот, конечно, да. Всегда есть нюансы. 100%. Недостаточно просто научиться все комбинации. Нужно еще смотреть, что происходит на поле, как играют соперники, учитывать это все. Свободно ли траектории, расчищать путь для комбо. Ну вот, да, куча нюансов. А как вы хотели? Вот, ну. И еще одна бомбочка сверху. И ману еще возьмем. И бомбот решает вопрос, потому что пила его активировала. Вовремя выставленный бомбот. Любимый клон Виолки. Я главное что? Главное кнопки не перепутать, понимаете? Вот главное бомбота выставить. А не, если бы я выставила что другое, такое комбо не получилось бы. А так очень даже классненько залетела и снесла башню. Ну давайте посмотрим еще это комбо интересное от Тимы. Опа! И что они там, пока они там что-то выкидывали, их эти клоны еще и дойти не успели, пока они там что-то выкидывали. Понятное дело, что нам сейчас главное вот это все не запустить, иначе уже не будет смысла, да? Они нам нанесут серьезный удар. Ну, это понятно. Потому что вот это тоже, видите, комбинация. Летит и эта птичка-синичка. И маленький бомбодрон. И летучие собачки летели к нам в башню. То есть, если бы это все залетело, оно бы все, конечно, нам нормально подкренило. И вот такая вертушка. Ребята, ну это невероятный снос башни. Ну, согласны? Там те даже раздуплиться не успели. Ну, как вам? Понравилось? Такие турбоатаки. Жду ваши комментарии и лайкосики. И всем желаю много-много побед. Всем пока. С вами была Виола.